Всем привет, меня зовут Алексей Соболев, и сегодня разберем топ-5 ошибок у новичков. Let's go! Первая ошибка, друзья. Вместо поворотов вы начинаете соскребать склон вниз. Сначала на заднем канте, потом на переднем канте. Да, вы делаете перекантовку, но по сути это неконтролируемый поворот. Вы не можете выбрать траекторию, куда вам нужно ехать. Не вы управляете доской, а она управляет вами. То есть вас просто тащат вниз, и вы перемещаетесь сверху горы вниз горы. Не надо вводить себя в заблуждение, не надо думать, что это, все окей, раз вы смогли спуститься с горки, да? Это не окей. Как правильно делать, на что обращать внимание? Вам необходимо делать поворот и, во-первых, смотреть, куда вы хотите ехать. Использовать радиус бокового выреза сноуборда, чтобы он помогал вам делать поворот, чтобы вы могли выбирать траекторию, куда вы едете. Мы сначала перенесли вес на переднюю ногу, вас начало разворачивать, плавно его возвращаем на середину. При этом ручкой тянемся, куда мы едем, смотрим, куда мы едем, и плавно возвращаем вес на середину. Потом опять кинули на переднюю ногу в сторону поворота, вас разворачивает. Я уверен, что вы сможете это сделать. Главное, сфокусируйтесь на этом. Поймите, что у вас есть эта ошибка, что вы соскребаете жопой все вниз, и перестройтесь. Поймите, что вам нужно выбрать траекторию, смотреть туда, тянуться в сторону, куда вы хотите поехать. Вторая частая ошибка у новичков – это неправильно подобранный сноуборд. И прямо сейчас расскажу, какие основные ошибки при подборе сноуборда есть у новичков. Но для этого переместимся в другое место. Главная ошибка при выборе сноуборда для новичков. Ребята, обращаем внимание на жесткость. Мы не выбираем жесткий сноуборд, если вы новичок. Помните всегда про это. Как бы он вам по дизайну не нравился, делать это категорически нельзя. Нам нужен сноуборд, скорее всего, мягкий, в крайнем случае средний по жесткости. Какая еще ошибка при выборе сноуборда? Вот посмотрите на такую волыну. Он даже выше меня ростом, да? Мы должны выбирать сноуборд по нашему весу. Если вы спортивного телосложения, у вас чаще всего сноуборд будет где-то в районе подбородка. Если у вас маленький вес, а сноуборд вы берете ростовкой выше вашей головы, я уже сразу же могу вам сказать, ребятушки, этот сноуборд по ростовке вам не подходит. Вы таким длинным сноубордом просто не сможете управлять. Поэтому подбираем сноуборд по вашему весу и смотрим, чтобы он не был космически здоровый. А то вы просто не справитесь с ним. А мы находимся сейчас в прокате Getski, где есть много снарядов не только для новичков, но и для опытных райдеров. Посмотрите на эти фрирайдовые машины. А также, если вы катаетесь на лыжах, здесь тоже для вас найдется снаряжение. Друзья, не забываем про безопасность. Биперы здесь тоже есть в прокат, а также щупы, лопаты, рюкзаки. Не забывайте также просто так взять это в аренду, купить. Это только полдела. Нужно еще уметь этим пользоваться. Катайтесь с гидами во фрирайде. Они проводят лавинные тренировки. Это можно также пройти на курортах. Лишним не будет уж точно. Самое удобное, что прокат находится прямо напротив канатной дороги Красная Поляна. Также в Красной Поляне еще есть несколько прокатов Getski в самом поселке Красная Поляна, а также рядом с канатной дорогой Альпика Газпром. Где еще есть прокаты Getski, спросите вы? На Эльбрусе, на Домбае, на Архизе, а также есть в Красноярске, в Кировске и в Подмосковье даже. Ну а мы продолжаем. Третья ошибка. При повороте уводите вес на заднюю ногу, либо на середину сноуборда, и вас начинает неистово разгонять. Постоянно вижу у новичков.
вам не хватает терпения и немножечко смелости, да? Как мы правильно делаем поворот? Мы переносим вес на переднюю ногу в сторону поворота. То есть плавно переносим и ждем, чтобы у нас вот эта точка рядом с носом, она прогрузилась, зацепилась за склон и нас начало поворачивать. Перенесли вес, ждем, и нас до конца повернуло. Как не надо делать, что я чаще вижу? Переносят вес люди, их начинают разворачивать, и потом они сразу переносят вес на середину, либо на заднюю ногу. И начинают ехать вниз, и их начинают ускорять. Так делать не надо. Плавно начинаем переносить вес, зафиксировались, вас до конца развернуло, и только потом возвращаем плавно вес на середину. Четвертая ошибка. Вы торопитесь сделать поворот. Вы перенесли вес, и надо подождать. Нам нужно терпение. Вместо этого вы начинаете делать заклон внутрь поворота. Встаете на кант и падаете. Вы чувствуете, что-то доска не поворачивает, да? И начали делать заклон. Так делать не надо. Надо перенести вес на переднюю ногу в сторону поворота и ждать, пока нас не развернет. Обращайте на это внимание и никуда не торопитесь. Вот пример, как я делаю карвинговый поворот на переднем канте. Я тоже сделал заклон, но поворот получился, и я не упал. Пятая ошибка, друзья. Показываю ее прямо сейчас. Сижу посередине склона, да? Распространенная ситуация, вам нужно остановиться, вы просто падаете. Такое часто бывает, что люди врезаются в вас на лыжах, на сноуборде, не контролируют снаряды. Непонятно, что произошло, но я могу сказать, чаще всего происходит столкновение, когда новички сидят посередине склона. Очень часто такое бывает. Это даже не ваше. Как не то, что не ваша вина, конечно, ваша вина, что вы сидите на середине склона. Другие люди у вас врезаются, потому что не умеют контролировать снаряды. Ни сноуборда, ни лыжи, да? А вы сели, прям лакомый кусочек. Прям как Марио собирает монетки, так и в вас врезаются другие люди. Но видите, на мне шлем. То есть, если у вас нет шлема, то у вас уже шестая ошибка. Если вы захотели остановиться, сбоку трасс паркуемся, и там уже комфортно ковыряемся в носу, смотрим телефон, делаем селфи и так далее. Дорогие друзья, пишите в комментариях, увидели ли вы у себя ошибки, о которых я сегодня рассказывал. Лайк, подписка, колокольчик. Как обычно, мы будем рады. Ждите новых выпусков на этом канале. Всем пока!